Итак, Марианские лазни 15 лет спустя. Первый раз мы приехали в Марианские лазни в конце апреля 2007 года. Как ты помнишь, урологи питерские нашли у меня камни в почках. Ну, причем это были не камни, это были практически кирпичи. То есть размер камня там был, насколько я помню, то ли 10 на 15 миллиметров, ну, в общем, какой-то сумасшедший. Гигантский. Боли соответствующие. И мне порекомендовали поехать в всем известный Трусковец, ну, либо там в этот регион, попить минеральную водичку, потому что, по их мнению, эти камни минеральная вода должна была растворить. Мы, недолго думая, собрались в путь, и, если я правильно помню, в 2005 году на твоей машинке, на любимой, на Suzuki Grand Vitara, поехали по направлению к Львову, к Трусковцу. Там под Трусковцом есть такой поселочек Схидница. Известная вода Нафтуся. Поселились в местном санатории. Номер люкс. Но это была жесть. И номер люкс был жесть. И гора, по которой надо взбираться в этот санаторий. И главная погода. То есть май месяц, но было очень холодно. Там, я помню, что дожди точно, но, по-моему, даже выпадал снег. То есть там дубак конкретный. Снег, но... Мы держались. 2 года мы туда ездили. 5-6 год. 2005-2006. Результат нулевой. Почки как болели, так болеть. Болели, камни как были, так и остались. Наша доктор-уролог Юлия Санна, уважаемая, в этом случае пожалела нас, что называется, и посоветовала не мучиться дальше с Трусковцом, а поехать, если позволяет финансы, в Карловы Вары. Она подробно, естественно, не знала, какие источники, что нам нужно пить, ну, просто направление действий нам определила. У меня дома была медицинская энциклопедия. Курортная медицинская, ну да, курортная энциклопедия, по которой мы выяснили, что нам нужно ехать вообще-то не в Карловы Вары, а в Марианские лазни. Потому что сам урологический курорт это непосредственно профиль урологический не у Карловых Вар, а у Марианских лазней. Недолго думая, в 2007 году мы собрались в путь. У нас уже была новая машинка Mitsubishi Lancer, черненькая, на которой мы выдвинулись нашей дружной небольшой семьей. Предварительно Лара нашла апартаментик, забронировала. Он находится у нас за спиной. Вот это вот вилла Кристиана, красивая, нарядная. Вот там на первом этаже справа мы поселились первый раз. Владелец этой виллы, Ростислав Кулена, оказался первым чехом, с которым мы здесь познакомились. Он оказался классный. Просто такой гигант, гольфист и очень обаятельный, добрый человек. Мы приехали в 9 вечера, уставшие, 2100 километров пути с одной ночевкой под Варшавой. Приехали, соответственно, уже ничего не хотелось. Он нас поселил. Лара с Митей сразу улеглись спать. А я еще решил прогуляться по ближайшим окрестностям. Нашел кафешку, господу точнее, здесь вот рядом Каменный двор. Попил там пивка, что-то чешского, перекусил и, собственно, вернулся в апартамент, тоже спал без задних ног. Итак, на утро по совету нашего владельца апартамента Ростислава
мы пришли к ближней к нам колоннаде источника Фердинанд, которая находится прямо за нами, с одноименным праменом Фердинандов прамен. Этот источник является одним из главных источников Марианских лазней, и его лечебные факторы в основном связаны с желудочно-кишечным трактом и с аллергическими заболеваниями. Он, естественно, не лечит какие-то тяжелые там, язвы желудка, а гастриты, какие-то вот нарушения обмена веществ, нарушения пищеварения он замечательно лечит. Он похож по минеральному составу на источник крестовый, но отличается вкусом и запахом. Крестовый такой слегка вонюченький и не такой вкусный, а Фердинанд нам сразу понравился. Вкусный источник, мы начали пить его буквально с первого дня. Хотя главная, конечно, причина приезда это был источник Рудольфа, который мы вам сейчас тоже покажем. За нами расположен павильон источника Рудольф, Рудольфов прамен. Это главный источник в Марианских лазнях, учитывая то, что этот курорт первоначально был урологическим, то есть это лечение почек и мочевыводящих путей, это был главный источник. Он выведен в нескольких местах в Марианских лазнях, на главной колоннаде, в некоторых санаториях и, соответственно, в этом павильоне. Мы, естественно, пришли вначале в этот павильон, тогда он был открыт, сейчас он на реставрации, попили водички, планировали вернуться обратно к Фердинандову прамену и увидели у ручейка, который рядышком протекает, что какая-то незнакомая нам женщина набирает водичку, как нам показалось, из ручья. Именно благодаря этой незнакомой женщине мы узнали, что, оказывается, источник Рудольф берет, то есть главный, он проистекает вот именно отсюда. Вот. И после этого и до сих пор мы берем воду Рудольф только вот из этой вот трубы. Это такой вот лайфхак для местных. Мы вернулись от источника Рудольф к Фердинанду для фотосессии. Точно, я фотографировал. Ты фотографировал. Было очень много интересных сделано кадров. Здесь был май месяц, было много цветов, прекрасная погода была, как сегодня, голубое небо. И вот такой примерно кадр. Да, и произошла такая история потом. Ну, это мы уже прошло узнали много лет, там, я не знаю сколько, 10, 8 лет, да. 8 лет. Нашли в информационном нашем главном в инфоцентре все время лежат буклетики информационные. И вот на одном из этих буклетов, который назывался «Семейный отдых с детьми» в Марианских лазнях, наша фотография. Да, вот именно этот ракурс. То есть примерно так сидела Лара, да. Рядом стоял Митюшка, и у него был красный рюкзачок, у меня была шляпка соломенная. Да. Непонятно, где эту фотографию, то ли с нашего сайта скопировали, неизвестно. Или где-то на просторах интернета. У нас разрешения не спрашивали. Можем предъявить, заявить об авторских правах. И этот буклет у нас есть. Мы вам его потом покажем. И фото будет прикреплено внизу к видео. Да, это фото прикрепим. Вот. Мы не рискнули самостоятельно определять питьевой режим минеральных источников, не заниматься самолечением. Нам Ростислав посоветовал лучше обратиться к врачу-курортологу,
который работает в санатории в Пятизвездном Новые Лазни, который бы нам расписал подробно, какие воды пить, когда пить, какой режим питья, потому что ничего этого мы не знали, а самостоятельно этим заниматься нам не хотелось. Поэтому мы после Фердинанда направились непосредственно в санаторий Новые Лазни. Вот именно в этот санаторий пятизвездный Новые Лазни, который находится у меня за спиной, мы приехали по совету Ростислава и пошли на прием к врачу-курортологу, который нам назначил питьевой курс. То есть нам нужно было пить 3 раза в день источник Фердинанд, источник Рудольф и источник Каролина в разных пропорциях в соответствии с весом 200-300 миллилитров, что мы успешно делали в течение 2 недель, 14 дней. Прогулявшись по Марианкам, изрядно устали и решили пообедать. В этот ресторанчик попали мы совершенно случайно. Называется он «Филипп». Как потом мы выяснили, что есть еще «Филипп-2», который находится в Ушавицах. И оба эти рестораны принадлежали тогда известному ресторатору в Марианских Лазнях, которого звали Иржи Филипп. Соответственно, в честь него был назван этот ресторан. Характерной особенностью этого ресторана было то, что пан Иржи очень тщательно работал с поставщиками. То есть он сам принимал все продукты у мясников, там, у зеленщиков и так далее. Поэтому все, что готовилось в этом ресторане, было приготовлено из первоклассных ингредиентов. И он знал толк в кулинарии. Здесь были всегда отличные повара и хорошее обслуживание. Но мы тогда этого не знали, попали сюда случайно, мы получили большое удовольствие. Здесь было вкусно и недорого. Насколько я помню, мы тогда на троих потратили всего 700 крон, то есть это примерно 30 евро. Было вкусно и хорошо, и потом, спустя какое-то время, мы достаточно часто сюда приходили с удовольствием и приглашали своих друзей, гостей города. Это был первоклассный ресторан. После вкусного обеда у Филиппа мы решили прогуляться по курортному парку, курортному центру, как раз который здесь находится. А потом решили выпить по чашечке кофе с десертами вот в этом вот кафе напротив, которое называется «Модра цукрарна» по-чешски, что в переводе на русский язык означает «синяя кондитерская». Это кафе в то время было известно тем, что здесь пекли пирожные, пекли торты прямо здесь в кафе. И они всегда были, конечно, изумительно свежие, и кофе тоже был очень вкусный. Ну и насладившись кофе с десертами, уже вечерело, мы решили уже вернуться в свой апартамент после такого насыщенного дня.